Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Дева. Мы коснемся сферы любви, отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы получим советы или предупреждения от Таро, советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Девы, вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость, что у вас. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас двойка жезлов. Входите вы с двойкой пентаклей. В конце у вас двойка жезлов. Да, двойка жезлов говорит о выборе. Также она говорит, что есть у вас какая-то ситуация, где вы еще не приняли решение. Что-то вас еще останавливает, в чем-то вы сомневаетесь, или вы не решаетесь сделать какой-то выбор. То есть вот один жезл говорит, что есть у вас уже что-то в жизни, какая-то собственность, опыт, знания, умения. Но вам хочется развиваться. Может быть, вот там, где вы есть, вы уже там переросли эту ситуацию. Может быть, вы переросли уже работу, отношения, местоположение. Ну вот вам хочется куда-то покорять какие-то новые дали, вершины. Да, может быть, кто-то стоит в ожидании получения каких-то новостей, документов. Может быть, приглашение на новую работу. Или вы здесь планируете какое-то расширение в вашем бизнесе. Может быть, начать еще какую-то сферу, направление выбрать. Но пока вы еще все это обдумываете. Если это касается отношений, потому что здесь Паш, здесь может быть в отношениях недопонимание. И вы тут стоите, думаете, то ли эти отношения заканчивать, то ли внести что-то в них, чтобы какое-то развитие было. Может быть, у вас здесь выбор из двух направлений. Императрица. Может быть, вы планируете начать какой-то свой бизнес-проект, но пока еще сомневаетесь. Да, вот еще, может быть, ждете помощи от кого-то или боитесь вкладываться, как-то, может быть, думаете, что еще не время. Здесь старший аркан силы еще с этой двойкой. Да, тут как бы и желание есть, да, вот что-то, но и в то же время сомнения есть. Какая-то борьба здесь у вас. Хорошо, давайте мы еще посмотрим. Сюрприз, неожиданность для Дев. Вторая половина октября. Вот здесь у вас, как сюрприз, неожиданность, вам хочется расширить какие-то контакты, может быть, вступить в какую-то группу. Кто-то, может быть, заинтересовался эзотерикой или своим духовным развитием. Но книга всегда говорит о получении тайных знаний, и вас туда ведет ваша интуиция. Но для этого вам нужно или вот к какой-то группе присоединиться, может быть, какие-то духовные практики, практики медитации. Сила-то тоже говорит, что вас тянет, манит, но очень много сомнений. Вдруг мне не получится. Императрица, начать что-то. Может быть, открыть также канал на Ютубе. Кто-то, может быть, хочет проявить, создать какой-то проект на удаленке, да, вот опять. Через интернет. Может быть, кто-то мечтает издать какую-то свою книгу или заняться, например, блогерством.
Здесь вам карта говорит, все будет зависеть только от принятия вами решения. Убирайте, отсекайте все сомнения, переживания. Если не начнете, то даже и не поймете, получится у вас или нет. Так и будете вот сомневаться, бороться, может быть, с собой, начинать, не начинать. Хорошо, в начале этих 15 дней у вас ложится двойка пентаклей, но это какое-то взвешивание. Да, это может быть какая-то покупка, но здесь вы будете, может быть, вот отслеживать по интернету, собирать информацию, искать скидки, выгодные предложения. Также это может быть небольшая приработка, это может быть, вот, у вас тут пятерка пентаклей, да, что-то какая-то работа или вообще тут может быть потеря. Здесь может быть какая-то временная подработка или неофициальная. Также это могут быть какие-то прийти платежи, и вы тут будете взвешивать, что заплатить, а что еще потерпит. Если вы что-то здесь выбираете, карта говорит, не спешите, взвесьте свои возможности, выберите наилучший для вас вариант, и тогда уже или вкладывайтесь, или покупайте. Да, для кого-то, может быть, карта говорит о хорошо проведенном времени. Может быть, какая-то небольшая поездка или какие-то развлечения в начале этих 15 дней. То есть вы будете хорошо проводить время. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, паж мечей, да, может быть, это отслеживание какой-то информации. Также карта может говорить о слежке. То есть мы подозреваем своего любимого или любимую, может быть, с кем-то человек общается через интернет, но скрывает. Это следить, с кем общается, с кем переписывается. Также карта может говорить о недопонимании в отношениях, критика, придирки какие-то, неприятные замечания. Ну, давайте мы уточним. Пажа мечей. Ну, десятка может говорить, что вы устали от этих отношений, есть какая-то тяжесть. Может быть, вы и в отношениях, и в то же время чувствуете себя вот в одиночестве. Это как чемодан без ручки. И бросить жалко, да, и жить вместе невозможно. То есть карта говорит, что один партнер тащит другого на себе, взвалил на себя эту ношу и почему-то считает, что это его крест. Также десятка может говорить о тяжелых чувствах, о переживаниях по отношению к партнеру. То есть вот уже сомнение, оставаться, не оставаться в этих отношениях. Может быть, человек не принимает никакого решения. Вы уже хотите вот для женщин занять пост императрицы. Хозяйка своей империи. Также десятка может говорить, что вам нужно что-то закончить. Может быть, по пажу мечей с кем-то проконсультироваться. Может быть, у кого-то затянулся ремонт, строительство дома. Вам уже хочется переехать, например, в новое жилье. Вот я говорю, уже украшать свой дом, покупать что-то туда. А вот это стройка до бесконечности. Так, давайте мы уточним десятку. Да, переехать, или получить предложение руки и сердца уже вот наконец-то, чтобы человек определился. Потому что у вас уже появляются сомнения. Дождусь я этого, не дождусь. У кого-то может быть здесь еще тяжелая ситуация. Может быть, беременность никак, да? Хотите малыша зачать, не получается. Здесь карта говорит, боритесь, не останавливайтесь. Может быть, по тузу мечей надо с кем-то проконсультироваться, с врачом, например. По сарафанному радио ищите врача, который поставит вам диагноз, который даст вам надежду. А как правило, это вот узнавайте у друзей, знакомых, если есть какой-то хороший гинеколог, который помог. Ну, тут не обязательно гинеколог, может быть, проблемы там с гормонами, да, может быть, эндокринолог. Но в любом случае специалист. Да. Хорошо. Для тех, кто в поиске любви, ну, то есть, как у нас король кубков, женщины встретят такого влюбленного короля, но мужчины сами влюбятся. Здесь в конце октября тут страсть, буря эмоций, желание обладать, покорить. Но смотрите, здесь встреча где-то в каком-то общественном месте. Это может быть все что угодно. Кинотеатр, парк.
какой-то сквер, это может быть торговый центр, ну все что угодно, там, где люди. Или вас пригласят на какое-то мероприятие, вы там познакомитесь. Но здесь легла книга. Все-таки это показывает короля. Может быть, будет кто-то от кого-то что-то скрывать. Давайте на одну карту уточним. Или это человек из прошлого. Это может быть человек, с которым вы уже имели отношения. Может быть, вообще это ваш бывший или бывшая. Здесь может страсть опять вспыхнуть, но у вас вот сомнения, да, вот наступать, не наступать опять на одни и те же грабли. Да, шестерка всегда говорит, вспомните, из-за чего вы расстались, и поймите, что люди не меняются. По королю кубков, может быть, человек пил, вы как-то с этим боролись, но у вас не получилось. Да, может быть, у вас и дети есть. Так, сейчас. Может быть, это, конечно, и... туз пентаклей. Может быть, это, конечно, какой-то человек, с которым вы были знакомы ранее. Это друг детства, там, одногруппник, одноклассник. Может быть, вот встретитесь и другими глазами друг на друга посмотрите. Но вы знаете, здесь ложится туз пентаклей. Здесь вот реально шанс обрести счастье. Да еще в совет вам ложится туз мечей. Вам нужно просто принять решение. Может быть, реально человек изменился, если это из прошлого. Тут еще может быть шестерка, это наш дом. Может быть, вот вы эти встречи с человеком пока будете скрывать. Может быть, у вас есть дети, родители, с кем вы живете. Вы пока не хотите ставить в известность. Но по тузу пентаклей это начало очень хороших, крепких отношений. Все равно вы это как бы огласите. Вот туз мечей — это сказать что-то. Вот. У нас мечи — это воздух, да, и это все равно вам придется это озвучить. Но пока вы, может быть, будете это скрывать. Но в любом случае, да, здесь хорошие перспективы. Может быть, сила-то говорит, это бороться с собой, со своими страхами, неуверенностью. Вот у меня дети, как человек примет моих детей, ну здесь все хорошо. Работа, карьера, бизнес у кого есть, пятерка пентаклей, да, здесь кризис. Тут кризис может быть в вашем бизнесе, в работе, кто-то может вообще уйти с работы. Также пятерка, как правило, показывает очень тяжелую работу, плохие условия труда и маленькая оплата. Может быть, вам предложат там заработать как-то неофициально или одноразово. Если вы в своем бизнесе зашли в тупик, здесь нужно что-то предпринять. То есть это когда человек работает, вкладывается, а отдачи нет. Может быть, поэтому вы сомневаетесь, закрывать, не закрывать этот бизнес, уходить, не уходить. Или начинать свое что-то, потому что здесь нет достатка. Может быть, вы вот сейчас планируете начинать, императрица, как правило, работать на себя. Но вам тут просто нужно будет принять решение. Ну, давайте вам совет здесь посмотрим. Принять решение. Действовать как королева мечей. Как правило, это человек, который независим. Он занимается индивидуальной деятельностью. Или карта говорит, если вы в каких-то вопросах зашли в тупик, может быть, вам нужно с кем-то проконсультироваться. Ну, королева мечей — это специалист высокого уровня. Может быть, это адвокат, судья, врач. Это работа у нас, да. Может быть, это юрист. Вот что-то, может быть, тут незаконное увольнение. Или вы работали, а вам отказываются платить. Здесь вы можете получить свое. Но вот при помощи какой-то дамы. Ну а для тех, кто в поиске работы, здесь семерка, здесь какая-то борьба. Может быть, да, вы планируете что-то начинать свое. Но понимаете, что конкуренция бешеная. Будет очень много препятствий, преград. Нужно будет преодолеть. Да, но если вы ничего делать не будете, то и перспектив никаких у вас не появится. Сила — это тоже борьба. Это борьба с конкурентами, с соперниками, завистниками. Также, может быть, и карта говорит, вы вот хотите заняться, например, эзотерикой, открыть свой канал. Но вас кто-то отговаривает. Да у тебя ничего не получится. Да ты посмотри, сколько там тарологов, рунологов и экстрасенсов, астрологов. Вот куда ты лезешь? Ну, здесь, это что, если вы цель поставили, то идите к ним.
Не слушайте никого. Давайте вам совет посмотрим. Ну, начинайте. Вот доверьтесь тому, что если это ваше призвание, то вы добьетесь успеха. Но я говорю, это что-то для вас новое. Для кого-то здесь совет куда-то уезжать. Или, если вы ищете в той сфере, в которой вы работали до этого, то вам говорят, ищите другое направление. Посмотрите другие сферы деятельности. Может быть, реально тут бешеная конкуренция. Или куда-то отправляйтесь в дорогу, переезжайте в другой город, другая страна. Или какая-то новая сфера. Здесь у вас еще мало опыта, знаний, но у вас должна быть вера в то, что у вас будет все хорошо, что у вас все получится. Самое главное, вам нужно на это новое начало решиться. И если есть кто-то вас отговаривает, то вам нужно все эти разговоры, которые создают у вас вот эти сомнения, нужно все это отсекать. Хорошо. Но финансы у нас здесь исполнение желания. Тут еще, знаете, может быть траты на какое-то пиршество. Может быть у вас какой-то юбилей, день рождения. И вам нужно будет вот потратиться. Может быть вас пригласят куда-то, нужно будет купить подарок. В какое-то мероприятие. Может быть даже какое-то закрытое. Также это тратится на себя, на свои прихоти, на свои желания, на свои удовольствия. Ну, а для тех, у кого любовь, это хорошо проводить время. Вот если меня мужчина смотрит, да, это приглашать свою любимую женщину, куда-то сходить, где-то посидеть, но опять же будут траты. Да, я хочу вам силу уточнить. В конце октября у вас ложится старший аркан сила. Сила – это справиться с какой-то жизненной ситуацией. Но это карта мудрости, когда вот эта наша внутренняя сила и, может быть, наше терпение справляется с нашими страхами, с нашими сомнениями. Это еще обуздать какую-то агрессию, гнев. Как правило, карта говорит, когда мы все эти трудности преодолеваем, все это нас закаляет и делает сильнее внутри. Но еще карта говорит о проявлении силы воли для того, чтобы, вот, может быть, начать какое-то новое дело. По силе вам хватит сил справиться, и все разрешится, но вы должны быть уверены в своей победе. Давайте вам совет в конце. Я говорю, вы победите. То ли вы победите себя, свои страхи, или вы победите в какой-то борьбе. Но в любом случае, вот эти сомнения убирайте. Да, получится, не получится, дождусь, не дождусь, решится, не решится. Все будет зависеть только от вашего упорства. Ну, туз мечей, эту я уже озвучила. Так, давайте вам получим совет от Веканского оракула. Если вы здесь планируете заниматься эзотерическими практиками, карта говорит, учитесь. Получайте знания, опыт, может быть, присоединитесь к какой-то группе, где люди делятся практиками какими-то. То есть заниматься эзотерикой – это учиться до конца своих дней. Дева, совет от Веканского оракула, вторая половина октября. Это, как говорится, нет предела совершенства. Так, совет. Ага, это у нас рогатый бог, и он у вас прямой сейчас. Да, карта говорит, возьмите на себя управление ситуацией с добротой и уверенностью. И если вам предлагают лидерство, примите его со смирением, но без ложной скромности. И не забывайте относиться с уважением к тем, кто обращается к вам за покровительством и защитой. Так, еще у нас совет от оракулов. Ох, не успела я даже сказать. Так, у вас два совета. Self-reflection и surrendered. Так, 17-я карта. Это самоотражение. Карта говорит, обратитесь вглубь себя, поймите, что вы хотите достичь, а что поможет вам для самовыражения. Чем больше вы будете прислушиваться к себе, тем больше вы научитесь управлять собой.
Карта говорит, что вы отражаете во Вселенную, то вы и получаете. И если вы отражаете неуверенность, сомнения, то вы это и получаете. А если вы настроены на победу, что у вас все получится, то и Вселенная ответит вам этим же. Вторая карта — это сдача или прекращение борьбы. Карта говорит, когда мы сдаемся или отказываемся от чего-то, это не значит, что мы проиграли. Просто мы отпускаем из своей жизни то, что больше нам не нужно. Перестаньте бороться с собой или перестаньте держаться, цепляться за какие-то манеры поведения или за чьи-то слова. Тем более, если они не согласуются с тем, что вы чувствуете внутри. Вообще перестаньте сейчас бороться и сопротивляться, а доверьтесь Вселенной, что у вас все будет хорошо. Вот по силе, да, это еще может быть сопротивление. Так, хорошо. И давайте мы с вами посмотрим маятник Девы. Вторая половина октября. Маятник, ответь, пожалуйста, девам на их запрос, да или нет. Вторая половина октября. О чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.